В палестинской Газе уже больше года сионисты намеренно подвергают местных палестинцев полной блокаде, не пропуская в медицинские учреждения интервенционные катетерные устройства, цифровые рентгеновские аппараты, мобильные рентгеновские установки и прочее медицинское оборудование. Невозможны поставки как новых приборов, так и запасных частей, необходимых для ремонта уже имеющихся в Газе. При этом отправлять оборудование на ремонт и профилактику за пределы анклава сионисты также не разрешают. Со временем, по мере выхода из строя имеющихся приборов и оборудования, палестинские медики останутся без всякой необходимой им аппаратуры. Врачи в тяжелейших условиях пытаются выполнять свою работу, но им не хватает фундаментальных вещей. Иногда для того, чтобы им поставили диагноз, жители Газы вынуждены искать возможности попасть в медицинские учреждения за пределами сектора Газа. Чаще всего в больницы оккупированного западного берега реки Иордан, Иерусалима, а также Египта и Иордании. Однако этот выход из ситуации не гарантирует то, что пациент сможет в срок получить необходимое лечение. Выехать из блокадного сектора не так легко. Сионисты заставляют жителей Газы получить разрешение на выезд, но при этом постоянно саботируют процесс, нарочно затягивая его или отказывая, несмотря на то, что состояние больного ухудшается. Порой и вовсе доходит до летальных исходов. Об этом свидетельствует и история 55-летнего Самира Абу Аль-Энейна. По его словам, разрешение на выезд из анклава в оккупированный Иерусалим для обследования в больнице Августа Виктории ему пришлось ждать 2 месяца. Несколько месяцев назад у меня диагностировали онкологию. До этого у моего лечащего врача были подозрения, но точный диагноз он поставить не мог. Для этого мне пришлось ехать в Иерусалим, а до этого 2 месяца ждать разрешения. Как будто недостаточно того, что мы мучаемся от болезней. Мы также страдаем от ожидания и страха, что лечение будет недоступно. Многих лекарств, которые мне прописал врач, часто нет, и мне приходится долго ждать, пока они появятся. В Газе проживает около 2,3 миллиона человек. Все они зависят от местных государственных медицинских учреждений, многие из которых серьезно пострадали от актов сионистской агрессии и 15-летней жестокой блокады, навязанной оккупационными израильскими властями. Министерство здравоохранения Газы призывает международные организации оказать прямое давление на Израиль, чтобы тот разрешил ввозить в анклав медицинское оборудование и запасные части к нему. Только так, подчеркивают медики, можно обеспечить местным пациентам лечение, на которое они имеют полное право. Позаботься о своем будущем по воле Аллаха. Посетите бесплатный мастер-класс профессионального инвестора Кумара Мухамедзянова и узнайте, куда и как вложить свои сбережения, чтобы они приносили максимальный доход в халяль-индустрии. Никакой воды. Все четко, по делу. Записывайтесь на ближайшую дату. Ссылка в описании к этому ролику.